Николай Константинович Рерих. Картины «Христос», «Перекресток путей Христа и Будды», «Искушение Христа», «Генесарецкое озеро», «Чаша Христа» были посвящены жизни великого еврейского духовного учителя Иисуса Христа. Рерих, путешествуя по странам Срединной Азии, на всем пути встречал упоминания, предания и даже рукописи об Иссе, проходившем здесь и учившем. История прихода в мир Иисуса Христа описана не только в канонических Евангелиях, но и в апокрифах и других источниках, рассказывающих о его жертвенной жизни. Из этих повествований мы узнаем, что в череде духовных наставников маленького Иисуса были и его благословенная Мать Мария, и египетские жрецы, и раввины Назарета и Иерусалима. С раннего детства, обладая глубоким умом и сердечным прозрением в истину бытия, Иисус уже в 10-летнем возрасте высказывает мудрые мысли и делает справедливые заключения об увиденных им уклонах от праведного пути в жизни людей. В 12 лет Иисус вместе с одним из индийских принцев отправляется в Индию, а затем посещает множество стран – Непал, Тибет, Персию, Халдею, Грецию, Египет, где поучается их духовной мудрости и сам дает наставления. Спустя много лет Иисус возвращается на родину. Он получает водное крещение у Иоанна Крестителя и уходит в пустыню, где он хочет пребывать наедине с Богом, но 40 дней подвергается искушениям. «Если ты Сын Божий, — говорит Искуситель, — повели этим камням обратиться в хлеба. Пожелай броситься на землю с вершины храма, ибо ангелами будешь сохранен, и люди поверят, что ты Мессия, посланный Богом. Вот весь мир перед тобой, его слава, наслаждение и богатство. Отдай свою жизнь за них, и они будут твои». Но, искушенный в духовном борении, Иисус отвергает предложение Искусителя и свое низшее плотское «я». Он одерживает победу, соединившись со своим божественным «я». С этого момента начинается его крестное служение, ибо народ ждет возвещенного пророками посланца Бога, грядущего царя. Впервые обратившись к израильскому народу после своего долгого отсутствия, Иисус объявляет, что Он послан не за тем, чтобы сесть на престол и править, как Цезарь правит. «Я не претендую на его престол», — говорит он. «Люди называют меня Христом, но Христос не человек. Христос есть вселенская любовь». Иисус призывает первых учеников, рыбаков, которым он дает указ ловить не рыбу, а в море человеческом ловить души для претворения в них мира и святости. Так он собирает 12 учеников, призванных стать его ветвями, которые пустят побеги по всему миру. Иисус начинает учить людей и совершает много исцелений от тяжких болезней. Но почему люди испытывают столько страданий? И Иисус объясняет, что человек не живет одну короткую жизнь, чтобы затем уйти в небытие. Он многократно рождается, и следствия порожденных им причин в прошлых существованиях могут настигнуть его в той же жизни, а могут перейти на следующие. Люди больны, хромы, увечны, слепы из-за того, что они когда-то приступили законы совершенной жизни. То, что человек сделает другому человеку, кто-нибудь другой сделает ему. Тот, кто повредит кому-либо в мыслях, словах и делах, осуждается как должник по закону, и кто-нибудь также повредит ему в мыслях, словах или делах. Вот почему содеявший зло должен его исправить. Человек, верой очистивший себя от дурных мыслей, слов и дел, очистит храм плоти, тела, и тогда войдет в его сердце божественная любовь, Христос,
которые служат не корысти, а вселенскому благу. Иисус утверждает, что Он и пришел для того, чтобы упразднить силу оружия и дать людям силу любви. Если человек свою жизнь посвятил своекорыстному «я», он погубит себя. Если посвятит служению и помощи ближним, спасет себя. Ибо эта жизнь коротка и приходящая, но есть жизнь неприходящая. Человек, познавший истинный путь, станет свободен от греха, ибо каждый, предающийся греху, есть раб греха и живет в узах греха. Узок путь, ведущий к совершенству, и лежит он между удовольствий мирской жизни. Все несчастья человека от того, что он живет в невежестве, неверии и грехе. Кто служит Богу на словах, а не на деле, тот служит злу. Но тот, кто следует сердцем Богу и стремится к праведности, тот строит свою жизнь на твердой скале правды. Никакие силы зла его не поколеблют. Однако Иисуса окружало много людей, сердце которых было далеко от Бога. Мирские люди, живущие только наслаждениями этого мира, и священники, выполнявшие лишь внешне букву закона, ненавидели правду духовную и тех, кто ее нес людям. Так, когда Иисус исцеляет людей в субботние дни, это вызывает гнев законников и священников, ибо в субботу закон запрещает лечить. На что Иисус говорит о Боге, посылающем и по субботам солнечный свет, росу и дождь. И если законно траве расти в субботние дни, то и не грешно помогать больным людям. Его объяснение вызывает еще больший гнев законников, ибо он ставит себя наравне с Богом, называет себя сыном Бога. Тогда Иисус приводит библейский пример сотворенного Богом Адама, от которого произошло все человечество, унаследовавшее сыновство от Бога. Суровую правду произносит Христос, обращаясь к фарисеям, законникам и священникам. Он обличает их в лицемерии, корысти, нравственной нечистоплотности, вымогательстве, преследовании и убийстве святых, пророков и посланников Бога. Если закон плотской жизни, говорит он, требует соблюдать чистоту тела, то закон духовной жизни призывает к чистоте мыслей, слов и дел. Иисус также бичует лицемерие людей, притворяющихся друзьями, если это выгодно для них. Он предостерегает людей от фарисейской закваски, когда человек кажется порядочным на словах, но сердце его полно злобы и зависти. Для Бога каждый человек – открытая книга, и все, что он делает и о чем думает, видно, как при ясном дне, потому всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет вырвано с корнем и брошено в огонь. В книге жизни каждого человека все записано, все его дела, слова и мысли, ибо величайшая сила заключена в мысли, и каждый сам себя осудит всеми своими прошлыми деяниями. Но человек, осознавший путь к Богу и внутренне очистивший себя, многое способен совершить. Иисус останавливает пожар, заставляет утихнуть бурю и утверждает, что и другие люди это способны сделать, но только те, кто достигли чистоты сердца и победили неверие и страх. Много раз он повторяет: «Я пришел, чтобы показать вам возможности человека. То, что я сделал, все люди могут сделать, и тем, что я есть, все люди могут стать». Однако никакие чудеса исцелений и добро, совершенные Христом, не смогли остановить ненависть, зависть и смягчить окаменевшие сердца служителей Иерусалимского храма. Задумав его убить, они подкупают многих людей из простого народа и, объявив его преступником, самозванцем и врагом верных иудеев, вызывают всеобщую ярость. Среди озверевшей и глумящейся толпы, кричащей «распни его»,
Иисус поднимается на Голгофу. Так погибнет один из величайших учителей человечества. Жизнь его и гибель явят людям пример божественной чистоты, любви, сострадания и жертвенности. Его образ будет на тысячелетия запечатлен в памяти всех народов, ибо приходил он для всех, утверждая единство людей, в котором нет деления на народность и пол. Он наставлял отбросить все раздоры, зависть, ненависть и устремиться к братству человеческому. По его пути последовали другие люди, и каждый, неуклонно идущий по пути очищения и постижения истины, может засвидетельствовать присутствие его в своем сердце.